Друзья, привет! Сегодня я хочу рассказать про свою лучшую и любимейшую подругу Аврору. Аврора француженка, и мы с ней познакомились в далеком 2010 году, когда вместе учились в магистратуре в Сорбонне в Париже. Она мне потом рассказывала, что сразу обратила на меня внимание, потому что каждое божье утро, когда начинались уже занятия, через 20 минут после начала в аудиторию заходила девушка с совершенно невозмутимым видом, с легкой улыбкой на лице, совершенно спокойно искала себе стул, садилась и, как ничего не бывало, присоединялась к занятию. А во Франции так не делают. Во-первых, так систематически не опаздывают. Во-вторых, даже уж если опоздали вдруг, то всячески стараются показать, насколько им стыдно. Эта девушка была я. Я сейчас себе не позволяю таких опозданий, а тогда этим грешила. И очень ей этим запомнилась. У нас были какие-то совместные проекты по учебе, мы обменялись телефонами. И помню момент, я была на какой-то тусовке французско-русской и пришла домой, и в ужасе поняла, что вот из всего, что там было, я поняла 50% из французской речи. И с этим нужно срочно что-то делать, нужно как-то прокачивать мой французский. Я, движимая абсолютно корыстными целями, взяла свой телефон и стала пролистывать мою записную книжку, какие у меня тут новые номера в ней образовались. Было какое-то количество иностранцев и несколько французов, пара буквально французов. И одна из них была Аврора. И движимая реально вот этой вот корыстной целью прокачать свой французский, я ее пригласила на выставку шоколада, Salon du Chocolat. Это очень потом такая важная была для нас веха. Она согласилась, мы пошли, отлично провели время. Она неожиданно рассказала очень много личного о себе, очень много такого сокровенного. И мы стали с ней все больше и больше общаться. Меня к ней сразу очень стало тянуть. У меня так в жизни всегда. Вот есть очень мало людей, которых я выделяю, и получается, что есть какая-то масса, люди, которые мне не очень интересны, и есть вот эти вот несколько избранных, так сказать, которые меня тянет просто как магнитом. И это деление для меня очень-очень четкое. И я максимально старалась с ней общаться. Я вклинивала свой стул все время на занятиях между ней и кем-то еще. Все время к ней подсаживалась и так далее. Мне даже в какой-то момент стало неловко. Я у нее спросила: слушай, ничего, что я так на тебя давлю, так к тебе подсаживаюсь все время? Она говорит: да нет, мне самой приятно. Помню, она это сказала, и у меня прям счастье вообще было. Мы ходили с ней иногда на всякие вечеринки, которые организовывали наши одногруппники. И тоже очень смешно. Встречались, допустим, в метро, что вместе идти в квартиру. А я что-то говорила, что-то ей объясняла. И мне было важно не просто выговориться, это совершенно было не в этом дело. Мне было важно ей именно что-то рассказать, именно что ей. Мы шли, я говорила, мы заходили в здание. Я понимала, что мы сейчас зайдем в квартиру, и там будет вечеринка, и мы уже с ней не сможем поболтать. А мне нужно именно ей об этом рассказать. И вот мы пешком, допустим, поднимались на условный 5-й этаж. Поднимаемся на 1 этаж. Я просто ее зажимаю где-то в углу и говорю, что ты об этом думаешь, Она говорит: там то-то думаю, поднимаемся еще на этаж. Там то же самое, я ее зажимаю там около мусоропровода, то же самое. Часто это могло легко длиться, она мне уже потом в конце говорила, смеясь по-доброму: слушай, ладно, давай уже пойдем на эту вечеринку, нас ждут. И я, нехотя, скрипя сердце, заходила в квартиру, понимая, что с ней мы сейчас поговорить всласть не сможем. За 2 года моей жизни в Париже было у нас с ней просто какое-то бешеное количество часов, бесед, каких-то сумасшедших, сознания расширительных, очень интересных, очень глубоких. Общались мы с ней, очень часто, может быть, не в ежедневном формате, но почти. Были, опять же, многочасовые слоняния по парижским улицам и в холодную погоду, и в жаркую, фланерство от французского слова «фляны». Были какие-то выставки, какие-то дегустации, был Амстердам, были поездки в французские города, в замке. Была с треском и смехом провалившаяся попытка постепенно за 1 час, вот каждые выходные, объять Лувр. У нас возникла такая амбициозная идея. Каждое воскресенье по часу, буквально по 1 залу. С треском провалилась, потому что настолько все это стало нас давить своим объемом, что мы просто со смехом решили эту идею похоронить.
Участвовали еще с ней в конкурсе поэзии парижского метро. Наши с ней опусы и ее в описании к этому видео. Правда, на французском языке, для тех, кто владеет французским. Были и моменты боли. Для меня таких моментов было два. Первый момент был, когда я гостила у нее в деревне. И я тогда что-то была на подъеме, у меня все как-то было хорошо, и я что-то говорила ей без умолку, что-то там тоже щебетала. А она в этот момент была в противофазе, у нее была хандра, у нее что-то там, ей было грустно. И она меня как-то в какой-то момент щебетания пресекла. И как-то я обиделась, это было как-то, мне показалось, немножко жестко, и как-то слово за слово мне показалось, что она стала меня игнорировать, какие-то, не знаю, не помню уже, какие-то слезы были, в общем, все как-то стало ухудшаться. И мне вообще показалось действительно, что она со своими братьями, сестрами, родителями проводит время, а меня игнорирует. И по неопытности, я ее еще тогда тоже не так хорошо знала, как сейчас, например, я подумала, что это конец наших отношений, конец. Господи, как же меня выворачивало всю душу, как же мне было плохо от этой мысли, это было просто, это был какой-то коллапс. И я помню, что она пришла мириться, и я просто, глядя на нее в рыданиях, говорю: ничего страшного, я вернусь в Москву, я буду говорить, что, ну да, вот были у меня во Франции раз там друзья, Анна, Пьер, Мария, ну Аврора еще какая-то была. И когда я это говорила, меня еще больше клинило, меня еще больше сотрясали рыдания, потому что я-то понимала, какая для меня пропасть между Анной, Пьером, Марией и всеми прочими, и Авророй. И если она становится как они, если она становится по их сторону, то это все, это крах, это коллапс моей картины мира, это ужас, просто какой-то ужас был. Меня просто сотрясали рыдания. Ну, мы с ней, конечно, тогда помирились. И второй был момент. Я тогда уже уезжала из Парижа в Москву обратно, и уже была дата определена, и уже был даже билет на руках на самолет. И я хотела, конечно, эти оставшиеся условно 10 дней провести по максимуму. И хотела, в частности, провести их по максимуму с Авророй. Тут должна сделать оговорку. Я рассказываю про нее, да, и она у меня главный герой истории. У меня в Париже все было отлично, у меня была работа, учеба интересная, куча друзей, приятелей, какие-то приключения, личная жизнь. Конечно, Аврора не занимала всю мою жизнь на 100%, но она была таким неким фундаментом, и без нее был бы не тот вкус и цвет, без нее все было бы по-другому. Она, конечно, очень много красок всему этому моему пребыванию в Париже придала. Так вот, остается дней 10, и я жду от нее какой-то инициативы, потому что все, это последние 10 дней, потом вообще неизвестно, когда мы увидимся. 10 дней остается, 8, 6, и она мне не предлагает встретиться, и я, когда ей что-то предлагаю, она реагирует никак, просто никак не реагирует, игнорирует. 4 дня остается, 3, и тут меня просто прорвало. Это просто какая-то была душераздирающая боль, это был, опять же, какой-то крах, меня просто захватила какая-то абсолютная тоска. Я прекрасно помню вот это чувство, с которым я вот эти вот последние дни жила. Такой волшебный период моей жизни подходит к концу, и у него такой грустный финал. Получается, что то, с чем я носилась все это время, лучшая подруга, любимейшая, это все мираж, это все просто иллюзия какая-то, фикция, потому что ей это все равно. Это я тут сейчас ношусь этой идеей, а она занимается своими бытовыми повседневными делами, и ей все равно, что я уезжаю. Она вообще никак не проявляется. Это было просто ужасно, это было вот как будто просто убили мечту. Этот пузырь как будто лопнул, мне было очень плохо, у меня было абсолютно тягостное состояние, что у этой сказки такой прозаичный финал. Ужасно, разочарование абсолютное. И когда оставалось 3-2 дня, я не выдержала и, сидя дома в состоянии этой тоски, написала ей огромный имейл вечером, объясняя ей вообще все, что я думаю по этому поводу. Ужасно, мне было очень плохо. И вот проходит час, она жила на другом конце Парижа, очень далеко, проходит час, звонок в дверь, я открываю дверь, Аврора с пачкой нашего любимого бельгийского пива и с какими-то вкусностями в коробке. Она говорит: ну ты что, ну я просто не прощаюсь с тобой навсегда, но мы с тобой будем видеться постоянно. Я поэтому и такое прям колоссальное значение этому не придала.
Прекрасно мы с ней провели вечер, опять, как всегда, божественно мы с ней разговаривали, очень смешно. В процессе всего этого пришли две мои подружки, с которыми я снимала вместе квартиру. Они зашли, поздоровались и пошли в другую комнату. И потом Аврора ушла, они мне говорят: слушай, вы всегда вообще так разговариваете, вы всегда так общаетесь? Я смеялась очень, потому что они попали в точку. Мы с ней говорили обо всем, в том числе о самых прозаичных, о самых насущных вещах. Но очень много в наших разговорах было такого абстрактного и очень такого неземного. И я могу понять, что это со стороны, может быть, казалось как-то слишком странно. Но это действительно так и было. Любые темы. И ей я тоже, конечно, с моей стороны тоже делала больно, так сказать. Помню один эпизод. Прошел мой первый год, и я должна была получить визу учебную на второй год. И я провела полдня в миграционном офисе, как-то все это долго длилось, но мне в итоге визу дали. Но я звоню Авроре и говорю: слушай, мне не дали визу, все, я возвращаюсь в Россию, мне в визе отказали. Ну, такая тупая шутка. Она говорит, она была в шоке, она говорит: как так, да ты что, тысячам бесполезным, не желающим работать мигрантам дают визы направо и налево, а тебе не дали учебную визу, да ты что? Она была в шоке. Я ей через 5 минут перезваниваю, говорю: да ладно, я пошутила. Она со мной потом неделю не могла разговаривать, хотя она очень отходчивая. Неделю она говорит: я с тобой разговаривать не могу, ты меня в такой ввергла, в такую депрессию, что я тебе этого простить не смогу. Но потом, конечно, все у нас с ней нормализовалось, мы помирились. То есть ей тоже было, так сказать, не просто вот так вот с бухты-барахты меня потерять. Вот. Сейчас мы видимся примерно раз в год, раз в 2 года. Обычно я езжу во Францию, но пару раз и она приезжала ко мне в Россию. И, конечно, никак количество нашего общения не влияет на качество. Мы могли бы не видеться 10 лет и встретиться через 10 лет, как ни в чем не бывало, это 100%. И каждый раз, когда я ее долго не вижу, а потом вижу, либо лично, либо в скайпе, я начинаю плакать, я не могу, я плачу просто от умиления и от любви. А я не всегда плачу, может быть, даже никогда, когда вижу людей там, после разлуки. И я ее называю мамун. Мамун — это такое слово, несуществующее в французском языке. Оно такое милое, смешное, и оно отсылает к идее мамы. Потому что у нее очень сильная такая материнская сторона. Я какое-то время назад каталась на горных лыжах в Альпах и очень заболела, ужасно, температура 39. Я ей пишу, вот, как мне плохо, она пишет: слушай, приезжай к мамун тебя поставит на ноги. Я еле-еле до нее доехала, потому что во Франции очень многие дороги ведут через Париж. То есть путь мой был такой: Альпы, Париж, Лимож. Еле-еле доехала и провела 3 дня у нее там в доме на мезонине. 3 дня она бесконечно носила мне какие-то настои, какие-то ингаляции, какие-то сборы. И я очень быстро выздоровела. Вот в этом вот и вся мамун. И я считаю, что дружба вот в моей жизни, она состоялась, она сбылась. И в наших отношениях сплошная глубина. В наших отношениях нет границ, нет какой-то мелкости, нет каких-то игр. И это, конечно, во многом достигается за счет того, что она сама человек очень глубокий, очень искренний, очень доброжелательный. И человек, которому полностью чужда любая мелочность, это правда. И я знаю на 100%, что она желает мне только добра. А это, мне кажется, что не такая повсеместная вещь. И когда она была у меня в России с визитами, тоже так смешно, она приезжает, допустим, на неделю. Первые 3 дня мы с ней сидим, просто запершись дома, и просто нон-стоп с утра до вечера болтаем, без перерывов. Я ей даже говорю: слушай, Аврора, ну ты приехала в Москву на неделю, давай хотя бы на Красную площадь съездим. На что она мне отвечает: слушай, я приехала к тебе, а Красная площадь подождет. И последний раз мы с ней виделись в прошлом январе, ездили на родину Жорж Санд, отлично провели время. Я помню, мы с ней гуляли около какой-то мельницы, связанной с творчеством Жорж Санд, и она мне говорила, что
Слушай, я, наверное, не выйду замуж. Ну, не знаю, мне так кажется, у меня такое чувство. Ну, как-то все не идет в эту сторону. Я уже как-то смирилась, привыкла, и мне кажется, что так оно и будет. Я там с ней вступала в полемику. Прошло 2,5 месяца, она познакомилась с своим будущим мужем. Прошло еще меньше, чем полгода, и они поженились. И об этой истории я, в частности, рассказала в истории про знаки на этом канале. А еще сегодня у Авроры день рождения, и сейчас мы ее поздравим. Споем песенку. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma chère Mamoun, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chère Ali, je t'aime, bisous.